Всем привет на канале Хомки. Сегодня карамелечку к ветеринару везут Катя и Егор. Я попросила Егора, он поснимает на видео, насколько это будет возможно. Карамельку сегодня мы запаковали лучше, чем в прошлый раз. Здесь уже 2 шапки, вот, шерстяные, потому что очень холодно на улице. Ну и 3-й раз Карамелька едет к ветеринару. Сейчас мы идем на остановку, пошли. Мы уже приехали в ветеринар, сейчас пойдем. Типа это отчет хозяйки. В прошлый раз держал, не помню. Как его? Мы еще глаз обработали. Ой, бери, подожди, бери в этот полотенце, Виталий. Полотенце возьми, Виталий. Так держал. Или шапку, вон шапку возьми. Шапку. Чем сначала уколем, потом будем обрабатывать. Да. Так. Еще бы. Отелло промахнулся. Давай. Хорош. Кто кричит? Хомяк. Давай без побега сегодня. Ну, в прошлый раз как ваткой глаз работали. Скажите, они около Нет, глаз заплывший, похоже на конъюнктивит, но там гнойного характера. Мы для этого колем антибиотик. Для этого мы колем антибиотик. Да, впрыск хочу лимфоцитом покапать. Вот это А что ж ты кричишь? А ну, молодочек, гляди, пройдем. Где-то ударился или что? О, я глаз нашел. Ну, в прошлый раз мы тоже открыли его. Он был такой заплывший, заросший. Ой, вы рассказывали буквально недавно при каком-то вируснике глаза также зарастают. Пенотрофия. Прям зарастают. Це коли було? Да. Робили якусь операцію, що ли? У нас почки там. Все. Хуйня? Да. Не знаю. Я думаю, может быть, в базе чи немає. Я думаю, що Що з бльоном? буде записувати. Капать дома сможете? Да. А? Да, сколько раз в день надо капать? Ну, в день? Да, раз. 2-3 раза в день. Не надо раскрывать глазик вот так ручной палочкой. А что капать? Капать Зухилс капли. По одной капельке вот так вот.
Первый раз, чтобы хомяк вот так кричал. Так само, ніколи не чула. Первый раз слышу, чтобы так крикливо. Ага. Все, забирайте. В общем, ей уже все сделали, но очень рано. Мы сейчас пойдем в ветеринарную эту и спросим за каплю зоохил, по-моему, да? В общем, первый раз ветеринары взяли с Настей 35 гривен, второй раз 30 гривен, а сегодня с Катей взяли 50 гривен, и на 100 гривен она купила лекарства. А помог нам с деньгами на лечение карамельки все тот же Ален Мурадян. Он прислал нам еще 200 гривен. Уже третий раз он присылает деньги для помощи нашим животным. Спасибо, Ален. Благодаря тебе карамелька уже лучше себя чувствует. Я надеюсь, она поправится. Наша карамелька прибыла домой. Вся зеленая. Я спросила у Кати, почему у нее такая зеленая голова. Катя говорит, мазали зеленкой. И поскольку она крутилась и вырывалась, попали мимо. И теперь все, мордочка в зеленке. Но карамелька довольно бодренько себя ведет. У нее теперь стало еще больше салфеток, потому что мы ей в коробочку насыпали свежих и добавили ей сюда. Вот она опять утепляет свой домик. Сидит, наблюдает Маха за ней, конечно же. Куда ж без Махи. Что, Маха, тебе интересно, как карамелька салфетки носит, да? Махе это очень интересно. Ей опять укололи антибиотик. Помазали глазик и сказали нам теперь уже 3 раза в день мазать. Ветеринары были другие. В прошлые 2 раза, когда ездила Настя, там карамельку лечила женщина, а в этот раз 2 мужчин. И, соответственно, они назначили другое лечение. Сказали купить новые капли. Сказали вместо физраствора промывать другим лекарством глазик. Сейчас я вам, кстати, покажу те лекарства, которые назначили. Вот этим лекарством сказали промывать глаз. Сначала 3 раза в день. И потом капать вот этими капельками. Что меня немного смущает в этом лекарстве, написано для внешнего использования в случае попадания в глаза промыть водой. Я вот как-то не пойму, нам нужно ей промывать глаза, а здесь написано в случае попадания в глаза промыть водой. Мне это непонятно. Так, что из себя представляют капли? Применение для лечения котов и собак. Это мне напоминает, как когда мы лечили морскую свинку, дали капли антибиотики для лечения петухов и курей. При инфекционных и воспалительных заболеваниях глаз и ушей. Причем для лечения именно тех воспалительных процессов, которые произошли из-за микроорганизмов, бактерий, да? Бактерий, причем которые чувствительны только к ципрофлоксацину. То есть, а вдруг у нашей карамельки не эти бактерии вызвали болячку, тогда эти капли, они будут просто бесполезны. Но нам сейчас не остается ничего другого, кроме как верить ветеринарам, поскольку карамелька болеет уже довольно долго. И вот хотя бы после того, как они сегодня ей там промывали глазик, хотя бы он открывается, потому что дома он склеивался вообще полностью. Так что так, ребята, ждите следующих видео про карамельку, ждите, что будет известно про ее здоровье. И да, кстати, про ранку на голове сказали врачи, она где-то ударилась. Ну, это совершенно так не может быть, потому что ранка на голове появилась вот недавно, и удариться уж в этой клетке совершенно негде ей удариться. Она постоянно здесь лазит с салфеточками мягенькими, поэтому эти ранки на голове, они явно не из-за того, что она где-то ударилась. До новых видео!